4-м уроке мы освоим важные технические приемы. А конкретно мы научимся играть аккорды, где будем прижимать одновременно 3 струны, а также в этом же уроке мы начинаем работу над гаммами. Что касается теории, то сегодня мы разберем очень интересный вопрос – ключевые знаки альтерации. Послушайте пьесу сегодняшнего урока. Кроме последнего такта, техника правой руки на протяжении всей пьесы одна и та же. Мы играем одну из басовых струн, а затем подряд 3 верхних струны, третью, вторую и первую. В первом аккорде прижимаем 4-ю струну на 2-м ладу. Правая рука, соответственно, начинает играть арпеджио с баса на 4-й струне. Во втором аккорде прижимаем 4-ю струну на 1-м ладу. В следующем аккорде все 4 струны открыты. Басовый звук на 4-й струне. На 5-й струне прижимаем ноту на 4-м ладу. Соответственно, басовая нота теперь на 5-й струне. Следующий аккорд вам знаком из предыдущего урока. На 5-й струне прижимаем 3-й лад, на 2-й струне 1-й лад. Далее играем новый интересный аккорд. Обратите внимание на аппликатуру. На 1-м ладу 5-й струны играем 2-м пальцем и 3-м пальцем на 2-й струне на 1-м ладу. Последний аккорд первой части точно такой же, как и предыдущий, но в нем меняется басовая нота. Теперь бас мы прижимаем на 4-й струне на 1-м ладу, а ноты, прижатые на 3-й струне на 2-м и на 1-й струне на 2-м ладу, остаются. Во второй части пьесы последовательность сразу из 5 аккордов играется точно так же, как с начала пьесы. Поэтому мы не будем сейчас разбирать каждый аккорд по отдельности. Вот что у вас должно получиться. Следующий аккорд уже встречался в этой пьесе.
когда мы прижимали 3 струны на втором ладу, пятую, третью и первую. В последнем такте пьесы прижата только одна нота на 4 струне на втором ладу. Обратите внимание, что в последнем такте изменяется техника правой руки. Теперь мы защипываем струны в таком порядке: 6-я, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я. Пьеса сегодняшнего урока обладает лирическим характером, поэтому после хорошего изучения техники этой пьесы вы можете попробовать играть ее в более свободной манере. Ну а теперь переключимся на гаммы. Гаммы нужны для того, чтобы развивать пассажную технику, которая с усложнением материала все чаще и чаще встречается в произведениях. Для начала послушаем, что же это такое. В таких упражнениях стоит строго соблюдать технику правой руки. Не забывайте сменять пальцы И, М, Чтобы легко освоить последовательность нот в этой гамме, разберем по 4 звука подряд. Первая четверка. Прижимаем ноту на 5-й струне на 3-м ладу. И далее играем 3 ноты на 4-й струне, открытой, затем на 2-м ладу и на 3-м ладу. Следующие 4 ноты играются так. 3-я открытая, затем на 2-м ладу прижимаем, далее 2-я открытая и на 1-м ладу. Теперь гамма идет в обратном порядке. 2-я открытая струна, 3-я на 2-м ладу, 3-я открытая и 4-я на 3-м ладу. И осталось доиграть всего лишь 3 ноты. На 4-й струне 2-й лад, 4-я открытая и на 5-й струне 3-й лад. Рассмотрите поближе, что же должно получиться. Перед разбором произведения по нотам обсудим теоретический вопрос урока, который, кстати, относится непосредственно и к нашей сегодняшней пьесе. Обратите внимание, пьеса записана на 4 строчках, и возле скрипичного ключа на каждой строчке записан знак диез, который в данном случае принадлежит ноте фа. В музыке большинство тональностей имеют определенные знаки альтерации в ключе. И какую же функцию на себя берут эти знаки альтерации, когда записываются возле ключа? В отличие от случайных знаков альтерации, которые записываются непосредственно рядом с нотой, например, как ля диез, ре диез, до диез,
Ключевые знаки альтерации действуют на ту же самую ноту на протяжении всего произведения или до тех пор, пока тональность не будет изменена и, соответственно, не изменятся знаки альтерации в ключе. Как вы помните, случайный знак альтерации действует только в рамках одного такта до следующей тактовой черты. Таким образом, очень важное правило, которое нужно запомнить на сегодняшнем уроке, следующее. Прежде чем начинать разбор каждой ноты произведения, посмотрите, какие знаки альтерации записаны в ключе, если таковые имеются. Теперь попробуем эти знания применить практически при разборе произведения, и я думаю, что по окончанию разбора вам эта тема станет абсолютно ясной. Итак, этот диез, один единственный знак альтерации в ключе в данной тональности, принадлежит ноте фа. Это означает, что все ноты фа, которые будут встречаться в данном произведении, будут автоматически повышены на полтона. Причем знак, записанный только в этой октаве, действует на ноты фа во всех октавах. К примеру, только одного фа диеза в этой октаве достаточно, чтобы повысить не только эту ноту, но также и эту ноту фа, и даже очень низкую ноту на шестой струне. Давайте приступим к разбору. В этой пьесе каждый аккорд представлен группой из 4 нот, поэтому и разбирать удобно сразу 4 ноты вместе. Первая нота на 4-й струне, нота ми на 2-м ладу. Следующая нота — это нота соль, 3-я открытая струна, нота си, 2-я открытая струна и нота ми на 1-й открытой. Вспомните технику правой руки, она предельно проста на протяжении всей пьесы. За исключением последнего такта, каждый аккорд будет исполняться так. Пальцем П басовая струна и дальше по порядку указательным, средним и безымянным на 3-й, 2-й и 1-й струнах. Во втором аккорде басовая нота – это ре диез. Не пропустили знак альтерации? На 1-м ладу 4-й струны. Остальные ноты остаются теми же. Это соль, си, ми на 3-й, 2-й и 1-й открытой. В следующем аккорде все 4 звука исполняются на открытых струнах. Ре, соль, си, ми. На 5-й струне находим ноту до диез, которая будет исполняться на 4-м ладу. Здесь пока еще остались 3 открытых струны. На 3-й, 2-й и 1-й звучат ноты соль, си, ми. Этот аккорд знаком вам по предыдущему уроку. На 5-й струне прижата нота до. На 3-й струне нота соль осталась открытой. На 2-й струне теперь будет звук до. И на 1-й струне нота ми. В этом аккорде используется не совсем стандартная аппликатура, то есть расположение пальцев. На 5-й струне находим ноту ля диез на 1-м ладу. Ее играем 2-м пальцем левой руки. Соль остается открытой.
До также осталось на второй струне, но обратите внимание, что теперь ноту до следует играть уже третьим пальцем. И на первой струне открытая ми. Обратите внимание, в этом аккорде знак альтерации диез для ноты фа записан в скобках, то есть это напоминание о том, что фа диез уже есть в ключе, и нет необходимости выписывать его возле каждой ноты фа на пути произведения. Первый звук аккорда – нота си на пятой струне на втором ладу. Следующий звук – нота ля, третья струна, второй лад. Нота си на второй открытой струне. И на первой струне, на втором ладу, нота фа диез. Еще раз обращаю ваше внимание на то, как похожи эти два аккорда. Кроме баса, все ноты остаются теми же. Ля, си, фа диез. Ля, си, фа диез. Басовая нота на четвертой струне. Ре диез на первом ладу. Нота ля на третьей струне на втором ладу. Си открытая. И фа диез на первой струне на втором ладу. Давайте по басовым нотам посчитаем 5 аккордов. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из этих 5 аккордов в точности повторяет последовательность из первых 5 аккордов пьесы. Поэтому не будем разбирать их отдельно, а сыграем подряд без остановок. Предпоследний аккорд пьесы уже встречался сегодня, вот в этом месте произведения. На пятой струне находим ноту си на втором ладу, на третьей струне нота ля, си открытая на второй и на первой струне фа диез. Не забывайте про знак в ключе. И заключительный аккорд состоит из 5 нот, 4 из которых это открытые струны, и здесь на четвертой струне прижимаем ноту ми на втором ладу. Обратите внимание, что здесь также поменялась и техника правой руки. Теперь мы играем басовую ноту также пальцем П, а остальные ноты на струнах в обратном порядке. На первой струне, на второй, на третьей и еще раз бас на четвертой струне. Прежде чем разобрать новые аккорды для игры упражнения, разберем гамму. В этой гамме нет аккордовых структур, но тем не менее, так как гамма очень простая, я вам предлагаю разбирать по 4 ноты сразу.
на пятой струне прижата нота до на третьем ладу, а далее на четвертой струне открытой нота ре, на втором ладу нота ми и на третьем фа. Следующие 4 ноты исполняются по 2 на третьей струне и на второй струне. На третьей соль открытая и ля на втором ладу, на второй си открытая и до на первом ладу. Следующая четверка нот играется так. Си вторая открытая, на третьей струне нота ля на втором ладу, на этой же струне нота соль открытая и на четвертой струне нота фа на третьем ладу. И завершим всего лишь 3 нотами. На четвертой струне нота ми на втором ладу, нота ре это четвертая открытая и нота до на пятой струне на третьем ладу. И в конце урока разберем несколько новых аккордов, в которых будем прижимать сразу 3 струны. В первом аккорде самая нижняя нота на четвертой струне. Это нота фа, которую мы играем на третьем ладу. За ней следует нота на третьей струне. Это нота ля на втором ладу. На второй струне прижимаем ноту до на первом ладу и на первой струне открытая ми. Во втором аккорде на четвертой струне, открытой в басу, играем ноту ре. На третьей струне нота ля прижата на втором ладу. На второй струне прижата нота ре на третьем ладу. Обратите внимание на правильную аппликатуру. Лучше всего эту ноту в данном аккорде прижимать четвертым пальцем левой руки. И на первой струне прижимаем ноту фа на первом ладу. В этом аккорде впервые для вас встречается знак альтерации бемоль, который, как вы помните, понижает ноту на полтона. Для гитариста это движение на 1 лад ниже. Но здесь записана нота си, которая обычно у нас вторая открытая струна. И так как на второй струне мы не можем сыграть звук еще ниже этой ноты си, нам придется найти такую же ноту на следующей струне. В данном случае на третьей струне на четвертом ладу звучит такая же нота си. И теперь только мы можем двигаться еще ниже и найти ноту си бемоль на третьем ладу третьей струны. Разберем аккорд. На пятой струне прижимаем ноту до на третьем ладу. На третьей струне нота си бемоль на третьем ладу. На второй струне нота до на первом ладу.
и на первой струне открытая ми. В последнем аккорде на четвертой струне в басу прижата нота ми на втором ладу, на третьей струне нота ля на втором ладу и нота до диез также на втором ладу на второй струне. Нота ми остается открытой на первой струне. На этом наш урок подошел к концу. Технически, теоретически разобраны все аккорды, все ноты. Стремитесь к совершенству, старайтесь доводить технические элементы до автоматизма, чтобы у вас оставалась возможность проявлять и творческие способности.